Да, вот сидишь, рассказываешь людям, что у Konami большие планы на eFootball. По сути, вешаешь лапшу на уши людям, а потом они выпускают вот это вот. Ну, чё, пацаны, нужно просто переждать, и контент обязательно появится. А до тех пор давайте посмотрим на те остатки контента бразильской карнавальной кампании, которые сегодня успели появиться в игре, и вкратце обсудим мини-контент, тот же самый пак на понедельник, который появится уже на следующей неделе. В общем, обо всем этом и не только в рамках сегодняшнего ролика. Я в эти игры уже играл! Говорю, что я уже играл в них! Не проблема, приятель. Пополни Steam с нулевой комиссией на PlayRock и купи себе новые. К слову, PlayRock — это топовый маркетплейс, где ты найдешь сотни игр, донат, ключи, предметы и все это по самым выгодным ценам. Удобные способы оплаты, быстрая выдача и круглосуточная поддержка по любым вопросам. Метовые паки в eFootball продолжают появляться, и чтобы быть готовым к очередному эпику или бигтайму, можно закупиться монетами по выгодным ценам, так еще и со скидкой. Выбираем любой понравившийся нам вариант, оплачиваем его удобным способом по карте или СБП, и товар спустя минуту уже у нас. PlayRock, здесь есть все, что нужно геймеру. 1000 товаров по низким ценам и пополнение Steam без комиссии по моему промокоду. Ссылка в описании. Во всяком случае, примечательный контент сегодняшнего оперативного обновления — это, конечно же, новый шоутаймовский пак. Мы не дождались эпиков, мы не дождались легендарных игроков в четверг, зато получили шоутаймов, причем с новым навыком, опять же. Не так давно у нас был магнит в ногах, тогда как сейчас мы получаем триггер атак. Исходя из описания, которое дают сами Konami, оно звучит следующим образом. Когда мяч в ногах у футболиста с данным навыком, то улучшается параметр умения атаковать у всех его партнеров. И как бы все. В связи с чем возникает еще больше вопросов, на которые мы по сути не получаем ответов. Например, насколько сильно улучшается параметр умения атаковать? Что происходит с этим самым параметром и с повышением этого параметра, когда мяч покидает ноги этого футболиста с этим навыком? И самый главный вопрос, а зачем этот навык вообще нужен? Я считаю, что навыки, которые работают вне зависимости от каких-то конкретных цифр, скиллов футболистов, они по большей части бесполезны. Ну, например, Сокол работает эффективно или менее эффективно в зависимости от подкрутки и силы удара, голова-молот эффективно в зависимости от прыгучести и игры головой, а такие навыки, как вдохновитель в защите, триггер атак, они как будто бы бесполезны. Еще попробуй угадай, когда этот навык заработает, а когда нет, и в чем именно проявляется его прелесть. Да и в целом, сам по себе шоутаймовский пак не то чтобы прям сильно интересный, да, вроде бы неплохие исполнители, Фрэнки де Йонг, Бруно Фернандеш, Рис Джеймс, но в то же время на каждую из представленных позиций имеются куда более сильные и интересные эпические футболисты, поэтому сильной надобности в этих игроках не ощущается, да и в цифрах у этой тройки тоже нет ничего примечательного. В конце концов, посмотрите на старую карточку Фрэнки де Йонга из команды недели. Да, она, конечно, немножко уступает шоутаймовской версии, просто потому что у последнего шоутайма присутствует аж целых 2 буста, тогда как у карточки из команды недели они отсутствуют. Но в целом разброс цифр выглядит даже поинтереснее. И вот такая вот карточка фигурировала в команде недели. И наша постоянная рубрика в рамках роликов по четвергам. Команда недели — это команда недели. Как и всегда, про нее много не скажешь. Знакомые фамилии и не менее знакомые и привычные цифры. Посмотрите на предыдущие карточки Мухаммеда Салаха, Александра Арнольда в команде недели, и в принципе разницы между ними вы особо не заметите. Для самого высокорейтингового игрока в этом паке, опять же Салаха, Konami зажмотили рейтинг 102 пункта, максимум 101, вне зависимости от того, какой у вас тренер. Сегодня появился еще один клубный набор, это набор с игроками Интера, и, если честно, складывается впечатление, что этот набор выглядит поскучнее тех, что были вот в предыдущие несколько сезонов, потому что помимо самих футболистов, нередко пак Интера брали еще и за тренера, из-за Инзаги, его неплохого буста и быстрой контратаки. По сути, Кристиан Киву, который также присутствует в паке, отчасти эту тенденцию продолжает. Он продолжает дело Инзаги,
флаге, и у него также имеется быстрая контратака. Но если посмотреть на Киву повнимательнее, то вы можете заметить, как я написал в своем телеграм-канале, Киву это по сути составляющая из двух предыдущих менеджеров, Хаби Алонсо и Рубена Амарима, потому что от Хаби Алонсо ему достались два основных стиля: быстрая контратака и по всему полю, тогда как линк-ап у Киву это буквально то же самое, что и у Рубена Амарима, то есть забросы с фланга в штрафную соперника в исполнении полузащитника и в исполнении центрального нападающего со стилем лис у ворот. В связи с чем я думаю, что ценность этого пака и уж тем более этого тренера становится намного и намного ниже. После того, как Габриэль Батистута получил еще одну карточку за достаточно короткий срок после появления от Ромы на сайте Konami за реальные деньги, он появляется в игре в качестве отдельного набора за 500 золотых монет. Поэтому вам теперь не нужно изгаляться, пытаться тратить реальные деньги. Батистуту можно забрать за 500 золотых монет. Но с другой стороны, по цифрам он выглядит скуднее, чем бесплатная фиорентинская карточка, а во-вторых, стиль у него лис у ворот. А все нападающие, которые не имеют стиль охотника с голами, автоматически говно. Ну и пак на понедельник. Наверное, в подобной ситуации я бы сказал, что этот пак скучный, не то чтобы прям сильно интересный, если бы не одно большое но. Помимо каталонской парочки, которую разбавляет сливочный игрок, это не просто какой-то там игрок мадридского Реала, это легенда, которая также дебютирует в eFootball, которую мы не то чтобы ожидали, учитывая, что он не светился в файлах игры, а появился только после сегодняшнего оперативного обновления. Так еще и что за игрок это у нас? Это Рафаэль Варан в качестве центрбэка от мадридского Реала со стилем наращивания и в целом с неплохими такими цифрами на бумаге-то. 107 пунктов рейтинга при добротной модельке и просто каких-то сумасшедших цифрах. Многие после этого сразу словили какой-то приход ностальгии, а именно времен PES 2020, PES 2021, когда Варан получал соответствующие фиалки, и вот люди вспоминают, как играли за его такие вот старые карточки. И я заметил множество комплиментарных комментариев по поводу него, и в целом многие действительно ожидают этот не самый примечательный пак, на первый взгляд, буквально из-за кандидатуры Рафаэля Варана, который действительно, на первый взгляд, выглядит очень даже метовым.